Всем привет! Сюжетная линия Неуязвимого и Атомной Евы находится в самом начале своего развития. Но как вы знаете, в будущем у них родится дочь Терра, которая из маленького ребенка станет сильнейшим героем, унаследовавшей силу обоих родителей. История взросления Терры в комиксах раскрывает гигантский сюжет событий, происходящих за кадром. Поэтому сегодня я расскажу вам всю историю этого персонажа от момента ее рождения до становления сильнейшим героем. Вы узнаете много нового из вселенной Неуязвимого, поэтому давайте начнем. Итак, кто же такая Терра Грейсон? Это дочь Неуязвимого и Атомной Евы, которая унаследовала их способности. Ее путь героя начинается, как ни странно, с беременности Атомной Евы, которая потеряла ногу в битве с роботом, потому что не могла использовать способности. Чтобы спасти ребенка, Неуязвимый относит Еву на космический корабль Вильтрумитов. И там она рожает Терру, которую назвали в честь Земли. В отличие от остальных детей Вильтрумитов, Терра проявляла наличие суперсилы с самого начала своего рождения, когда смогла причинить Алану боль, ударив его в глаз. Его охранники даже посчитали это за нападение. Однако Алан их успокоил, сказав, что это всего лишь ребенок. И семья Грейсонов решает переселиться на одну из планет Коалиции, чтобы жить в безопасности вдали от всех. Однако, когда они туда прилетели, то столкнулись с непониманием местных жителей, которые не доверяли Вильтрумитам из-за их плохой репутации, и никто не хотел с ними общаться. К тому моменту Империя Вильтрум уже проиграла войну против Коалиции. И Алан узнает, что раненый Трак скрывается на планете Тракс, и он отправляет туда Неуязвимого и Оливера, чтобы его добить. Но когда они туда прилетели, то узнали, что Трак куда-то исчез, а Марк находит пещеру, которая отправляет его на целых 5 лет в прошлое. И когда он вернулся обратно, то Терра уже повзрослела, и она не помнит своего отца. Марк обещает, что больше никогда ее не бросит, а на следующий день они прогуливаются вместе со всей своей семьей. И Марк выясняет, что недопонимание местных жителей уже осталось в прошлом. И Ева нашла себе много новых друзей, а Терра пошла в школу, где дельфиноподобная учительница жалуется родителям, что Терра хотя и сильная, но учится очень плохо. Поэтому она дарит Терре робота-компаньона, который будет обучать ее на дому и в дальнейшем станет ее самым лучшим другом. Когда семья возвращается домой, Марк решает впервые полетать вместе с Террой. Но оказывается, что она боится высоты, поэтому просит летать очень низко. В этот самый момент нам показывают Трега, который тренирует свое тело, сражаясь против Рагнаров, по сути единственных живых существ, способных ему навредить. И он решает отправить двух своих детей на Таласкрию, чтобы убить Марка Грейсона. Двое синекожих Вильтрумитов подлетают к дому Неуязвимого, и один из них сходу ломает робота, а затем хочет убить Терру, однако Марк ее спасает. Ева появляется вовремя, и она ловит падающую Терру, но Урсула хватает Еву за ногу, которая ломается, и оказывается, что это был протез. Синяя дочь Трага пытается преследовать Еву, но она успевает передать Терру Марку, и они улетают прочь. Разогнавшись слишком быстро, Марк замечает, что Терра не может дышать, и он снижает скорость, из-за чего Вильтрумит их догоняет. Между ними завязывается битва, и Терра падает вниз, а Марк не может ее спасти, потому что ему мешают. Когда Терра уже почти разбилась, внезапно в ней появляются силы, и она начинает летать. Однако ребенок не может справиться с управлением, и она летит вверх без остановки, где, к несчастью, попадает в руки Трага, который прилетел за Марком Грейсоном. Держа Терру в одной руке, он говорит ей, что лучше бы она разбилась, потому что встреча с ним гораздо хуже. И он пытается раздавить Терре голову. Но в этот момент появляется Оливер, который ее спасает. Битва между Вильтрумитами завязывается все сильнее. И Терра, чтобы спасти своего брата, ударяет Трага с ноги, из-за чего она ломается. Траг, который стал гораздо сильнее, чем прежде, с одного удара убивает Оливера, а затем подходит к Терре, чтобы вымазать ее кровью и, видимо, показать, что сопротивление бесполезно. Пытаясь договориться с Трагом, Марк берет в заручники его сына. Но Трагу абсолютно плевать на своих детей, ведь он расценивает их как расходный материал, что в дальнейшем сыграет с ним злую шутку, но об этом мы поговорим в следующий раз. Вовремя подошедшая Ева накладывает гипс Терре, но внезапно со спины появляется Урсула, которая убивает Еву. А Траг разрывает Марка на части, тем самым убив всю семью Грейсонов. Однако Терру решают оставить, потому что, как считает Трак, она все равно умрет с голода. Однако, когда Вильтрумиты улетают, сила Евы пробуждается на полную мощность, и она воскрешает себя, Марка и полностью вылечивает ногу Терры. Но почему-то не может воскресить Оливера, хотя говорит Марку, что очень старалась, что мне показалось довольно странным, и причину этого я так и не понял. На следующий день на похороны Оливера пришла почти что вся планета, и они похоронили его как великого героя, который спас многие жизни.
жизни. В порыве злости Марк нападает на Алана, обвиняя его в гибели Оливера. Однако Ева их разнимает, не доводя до кровопролития. Алан берет на руки Теру и говорит, что все будет в порядке, а затем просит, чтобы она не тыкала ему в глаз, потому что он прочитал ее мысли. Через пару месяцев Марк и Ева наконец-то официально женятся, и Тера очень рада этому событию. Проходят годы, и у Евы рождается еще один ребенок, которого назвали Марки. И Тера становится взрослой девушкой, которая стала героем. Нам показывают отрывки из ее жизни, где она поступила в колледж и спасла водную планету от вымирания. Марк становится императором вильтрумитов, и между коалицией и вильтрумитами начинается новая война, которую начала коалиция, чтобы отсоединиться от империи. Нам показывают, как взрослая Тера лежит и отдыхает под солнцем, и к ней прилетает Урсула, чтобы попросить свою подругу помочь установить мир между империей и коалицией, поскольку у Теры хорошая репутация у обоих из этих сторон. Однако, несмотря на уговоры, Тера отказывается, сославшись на то, что коалиция сама начала эту войну и их бесполезно уговаривать. Внезапно ей приходит сообщение, что ее мать при смерти, и она летит в больницу, чтобы с ней проститься, где уже довольно старая Ева готовится умереть с минуты на минуту. У нее осталось мало времени, и Ева говорит, что гордится своим ребенком. И она умирает от старости, но уже через мгновение ее силы активируются, и Ева опять становится молодой, понимая, что она теперь бессмертная. Сама же Тера решает пойти по стопам своего отца, и она начинает геройствовать. Она участвовала как миротворец в одном из конфликтов инопланетян, выступая в церемониальной битве, где ей предстоит сразиться против сильнейшего воина. Если она победит, то война между ними закончится, но если проиграет, то инопланетяне захватят мир. Естественно, что Тера запросто его победила, а король пришельцев в шоке из-за того, что маленький боец сумел победить большого. Тера отказывается добивать своего противника, и король считает, что это оскорбление, поэтому он со всего размаха бьет мечом неуязвимого. И конечно же меч ломается, а король в полном шоке из-за того, что такое вообще возможно. И он спрашивает Марка, почему, имея такую силу, они еще не захватили всю вселенную. Но Марк отвечает, что его раса уже пыталась это сделать. Однако теперь они мирные, и война осталась в прошлом. Король пришельцев просит помиловать его народ, и что он не будет больше воевать. И Марк решает его помиловать, потому что так поступают вильтрумиты. В финальной сцене комикса мы видим, как Тера загорает на солнце. Из маленького ребенка она стала сильнейшим героем, которая носит сине-желтый костюм, точно такой, который был у ее отца. Хотя Тера не может использовать силу Евы, но возможно, что она появится в будущем. Но это пока что неизвестно, ведь на этом комикс заканчивается. До выхода 4-го сезона нам ждать еще очень долго. Да и то неизвестно, выйдет ли он вообще. Поэтому подписывайтесь на канал, если вам нравится вселенная Неуязвимого. Будем вместе ждать выход 4-го сезона. А на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи и пока.